Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, вы у меня в гостях. И сегодня я решил с вами поговорить на тему, как вообще легковесом живется в нашем виде спорта. Мне часто пишут, у меня спрашивают, типа, Макс, а вот как вообще вот дрыщам-то быть? Знаете, есть такое мнение, что, в нашем спорте, что человек весом меньше 90 килограмм своего мнения иметь не может. Ну, мне пофиг, это же мой канал, поэтому я буду свое мнение высказывать. У многих новичков возникает, знаете, такой ступор. Блин, что мне делать в этом спорте? Там кабаны по 100 килограмм, а я вешу 75, и вообще я никчемный, мне голову оторвут и съедят меня на завтрак. Часто у меня это спрашивают, потому что я сам, в общем-то, карлик и дрыщ, я вообще вешу 73. И то с недавних пор, это я накачался. Легковесом в бугуртах, в боях 5 на 5 работа есть. Просто стоит понимать, что это не та работа, которую выполняют тяжеловесы. И боец весом 70, да даже 80, это тоже считается немного, килограмм, может быть эффективным, помогать своей команде. И тому масса примеров. И сегодня я расскажу в целом про тактики и расскажу вам про конкретных бойцов. Боец-легковес, карлик и дрыщ, ему категорически противопоказано вступать в прямое боестолкновение с большим бойцом, с человеком, который весит 100, особенно у ресталища. На центре поля вы можете еще победить, используя свои технические навыки. То есть вам просто нужно быть техничнее, быстрее, злее и сильнее. Но у ресталища человек 100 килограмм, он имеет колоссальное преимущество, потому что он может прихватить ограждение, больше использовать свою силу. Тут вам уже техника не поможет. Какой бы вы ни были крутой дзюдоист или самбист, но если человек держит ресталище, вы его не бросите, и все. То есть он вас на силе спины просто пересилит и бросит. Что нужно делать? Как говорю, не вступать в прямые боестолкновения. Вы можете отвлекать внимание противника, вы можете контролировать одного или нескольких бойцов. Вы можете бегать вокруг ресталища и помогать как саппорт своим более тяжелым товарищам, которые в этот момент зафиксировались около ресталища. Go down easily. But he did. Not easily, but he did go down. Maxim attempting sweeps, softening the ties of. I think that's Josip Poho. Вы можете при достаточном уровне техники встретиться в центре поля практически с любым бойцом и иметь шансы на победу, потому что здесь, знаете, как говорится, тут тот самый случай, когда техника помогает компенсировать недостаток в росте и силе. Нужно просто усердно заниматься борцовскими единоборствами. Самбо и дзюдо. Прекрасный пример – это Евгений Беденко или Иван Васильев. Я думаю, что никто не усомнится в эффективности этих парней. Они действительно очень крутые, при том, что я не помню точно, сколько Женя Беденко весит, наверное, килограмм 77. А Ваня Васильев вес чуть выше 80 вышел буквально, не знаю, полгода-год назад. При этом оба обладают офигенной абсолютно борьбой. И поэтому с ними встретиться в центре поля – это для любого бойца очень сложная задача. Мы можем вспомнить, как очень долго Виталий Грызлов возился с Женей Беденко, несмотря на то, что он тяжелее его килограмм на 20. И Женя, не знаю, как уж он развивался и показывал все чудеса борьбы. Он, к сожалению, тот конкретный поединок он проиграл, к сожалению, для Беденко. Я-то болел за Матиаса. Но он показал себя красавчиком. В принципе, если вы небольшого роста, вам нужно просто уделить огромное внимание борьбе, классическим видам борьбы. Когда говорю о классических видах борьбы, я в первую очередь имею в виду, пожалуй, дзюдо, потому что по современным правилам дзюдо нам идеально подходит. Там нет проходов в ноги, там очень короткий партер, поэтому в основном все иппоны победы делаются из стойки. И там классная база подсечек и работа ног. Да, там
из-за того, что они дерутся в куртках, а мы в доспехах, будет немножко сложно. Вы встретитесь с некоторыми трудностями при переложении техники, но глобально это работает. Дальше. Вам нужно быть достаточно быстрым. Вам нужно перемещаться по разным углам ресталища. Даже если вы подбежали в какой-то угол, нанесли всего один удар, но этот удар был сильный и он пришелся куда нужно, вы уже помогли своему товарищу. Представьте ситуацию. Два здоровяка борются около ресталища. И один из них ваш противник. Если вы подбегаете в моменте и своими ударами заставляете его как-то заставляете его нервничать, переминаться с ноги на ногу, или, в общем, как-то на вас отвлекаться, вы уже облегчаете работу вашему партнеру. Потому что в этот момент его противник, он уже концентрируется на двух противниках, на двух бойцах, и вашему товарищу будет проще. Стоит понимать, что в этот момент, скорее всего, если вы ни с кем впрямую не боретесь, кто-то из команды противника, он следит за вами, он пытается вас как-то локализовать, и он будет за вами бегать, пытаться вас уронить, забороть, прижать к ресталищу. Поэтому вам нужно быть быстрыми, чтобы оторваться от того человека, прибежать к этой паре, нанести 2-3 удара, и когда тот, кто вас курирует, скажем так, к вам прибежал, вам нужно тут же сменить локацию и, в принципе, делать это по ходу боя. Эта тактика отлично работает, и даже если вы, скажем так, вы не сможете человека одним ударом вырубить, но вы окажете огромную поддержку своему товарищу просто буквально несколькими ударами, если эти удары придутся в нужную точку. И тут стоит поговорить о том, что кроме борьбы, легковесу нужно работать над ударом. Ваш удар одноручным оружием или топором, это на самом деле не важно. Ваш удар должен быть очень сильным, чтобы противник, который борется с вашим другом, он не мог себе позволить игнорировать вас. Понимаете, чтобы ты, будучи даже небольшого роста, подбежал и всадил ему так, он начал нервничать, он начал извиваться как уж. В этот момент ваш друг его наконец бросил. Кто-то для этого использует топор. Это понятно, топором ударить проще. Я для этого использую саблю. Тоже, на первый взгляд, не самый очевидный выбор, но дело в том, что сабля, она длиннее фальшиона, она достаточно легкая, и я могу ее разогнать с достаточно высокой скоростью. Соответственно, из-за того, что сабля длинная, это из курса физики, угловая скорость высокая, соответственно, удар соизмерим с ударом фальшионом. Но есть один нюанс. Из-за того, что сабля длинная, вы находитесь достаточно далеко от вашего противника. И в тот момент, когда он перестанет вас игнорировать и на вас обратит внимание, его естественным желанием будет вас загробастать. И если у вас будет в руках сабля или меч, какое-то длинное оружие, оно будет сантиметров на 20 длиннее фальшиона, и это те самые 20 сантиметров, которые не дадут вашему оппоненту до вас дотянуться. Таким образом, вы можете его убивать с достаточно далекой дистанции, с достаточно длинной дистанции. Также вы можете использовать двуручный меч, как, скажем, Саша Семин. Там все те же преимущества, очень длинный клинок, вы очень далеко от противника, но вы наносите колоссальной силу удара. Я тут недавно попробовал, крутая штука. Пока не готов всем рекомендовать, сам изучу, потом на эту тему запишу отдельный ролик. И еще очень важно, боец-легковес, как вы уже поняли, это боец в поле, это человек, который не держится за ресталище. Он должен обладать хорошим чувством поля, он должен постоянно сечь картину, он должен постоянно крутить башкой. И вы знаете, я выработал для себя одно золотое правило в 5 на 5. Если тебя 5 секунд уже никто не атаковал, то сейчас будут атаковать. Поэтому, если вы 3 секунды, скажем, кого-то били, то на 4-ю секунду вы должны повернуть головой, посмотреть, оценить ситуацию. Тогда вы будете полезны. Найдутся те, кто мне скажет, что в принципе легковес может сражаться и около ресталища. Да, может. Тому тоже есть примеры. Скажем, Дима Коврижин. Человек небольших габаритов, но около ресталища, он достаточно цепкий. Но, скажем так, лично для меня эта тактика тяжеловата. Хотя тот же самый Паша Беляев, он прекрасно борется около ресталища. Это пример того, что даже небольшие люди могут прекрасно себя вести около ресталища. Я рассказал про то, что я считаю наиболее подходящей тактикой для легковесов. Но есть, в принципе, примеры, которые говорят, что он может быть успешен и по-другому. Подводя итог, хочется сказать, что если вы весите 70 килограмм, 75 килограмм,
не отчаивайтесь. Вы можете и будете полезны вашей команде. Для этого вам нужно что? Иметь сильный удар, хорошо сечь поле и иметь хорошие навыки борьбы. Это не просто. Я не сказал, что будет просто, потому что остальные мужики 100 плюсом килограмм. Да, вам придется делать больше работы. Смотрели фильм «Неуязвимые»? Там Джет Ли рассказывал, говорит, мне нужно платить больше, потому что когда все идут километр, я делаю больше шагов. Ребят, это про вас. Если вы хотите успешно выступать в ВСБ, вам придется много работать. Ну, собственно, как и всем. Так что нельзя сказать, что вам тут делать нечего. Вам тут все будут очень рады, но вам придется выкладываться, как в любом спорте. На этом все. Спасибо, друзья. Удачи на боях и в жизни.